Итак, настало время поговорить о ВНЖ, какие виды ВНЖ есть в Мексике. И давайте сразу, быстро не отходя от кассы, как говорится, пройдемся по меню, что у нас есть, и по порядку. Первое, естественно, самый интересный вариант ВНЖ, если у вас много денег, очень много, то это ВНЖ по инвестициям. Здесь всего-навсего вам нужно вложить 500 тысяч долларов в недвижимость, и вы получаете ВНЖ. Наверное, думаю, что не для всех, а для тех, кому это подойдет, они уже и так про это знают. Поэтому есть еще, кстати, один вариант через инвестиции в бизнес. То есть вы покупаете долю в какой-нибудь мексиканской компании и, значит, 250 тысяч долларов вкладываете, и вам тоже дают ВНЖ. Вот. Дальше у нас список на самом деле не очень-то и большой. Дальше у нас идет ВНЖ по замужеству или женитьбе. То есть вы ходите замуж за мексиканца или женитесь на мексиканке и получаете сразу ВНЖ. И, кстати, и гражданство будет гораздо быстрее. Следующий пункт в меню – это, значит, роды. В Мексике, как и во всех, ну не во всех, ладно, во многих странах есть право почвы. То есть если ребенок родился на территории Мексики, он автоматически получает гражданство. Ну, разумеется, там бумажная волокита, ну, то есть право у него автоматически присутствует. Вот. И вам, как родителям, тоже в упрощенной форме выдадут ВНЖ, и гражданство тоже будет быстрее. Есть еще несколько вариантов ВНЖ по доходам. Если вы сможете доказать, то есть предоставить банковские выписки о том, что у вас в течение последних 6 плюс месяцев доход на карту на вашу приходит 4500 долларов, то это тоже является основанием для получения ВНЖ. Называется это по финансовой состоятельности. Также по финансовой состоятельности подойдет выписка из банка, где у вас за последние 12 месяцев лежит более 75 тысяч долларов. Разные данные ходят, какие-то посольства в разных странах могут у вас попросить больше, какие-то чуть меньше, но это будет крутиться вокруг цифры 75 тысяч долларов. В Мексике есть такая вот особенность, знаете, что мало того, что каждый штат со своими законами, правилами и нюансами, да, так еще и каждое посольство по всему миру может выставлять какие-то свои особенные требования, вставлять вам палки в колеса, будем откровенно говорить, да, потому что все зависит от того, какой миграционный офицер будет в той или иной стране, в том или ином миграционном, в консульстве. Все варианты эти, в принципе, неплохие, но подразумевают либо жениться, либо замуж выйти, либо родить, либо иметь какие-то конские деньги. Кстати, сразу обозначу важный момент. Не вздумайте, пожалуйста, не вздумайте никакие варианты рассматривать, которые связаны с какой-то нелегальщиной. Потому что в интернетах у нас нынче такая тема пошла, что есть некие граждане, которые вам обещают ВНЖ за 3 месяца. Не понимаю, если у вас есть основания, это меньше 3, то есть вы получаете ВНЖ вообще за месяц. Там месяц подготовки, месяц на получение. Поэтому я не понимаю, что значит ВНЖ за 3 месяца. Если у вас есть основания, то вы быстро получите, даже быстрее 3 месяцев. Если у вас его нет, то вы его и вообще не получите никак. Ну, не надо, как говорится, в розовых пони верить. Но некоторые вам обещают без основания, они его, значит, там каким-то образом создадут, фиктивные какие-то браки вам обеспечат, еще что-то. Я настоятельно рекомендую в это во все не ввязываться. Лучше получить нормально ВНЖ, приехать, жить здесь. Ну, подумаешь, голосовать вы не можете. Во всех остальных смыслах вам ВНЖ дает те же права, вы живете, работаете, что хотите делаете, покупаете машину, регистрируете, покупаете недвижимость. Оно того не стоит, связываться с нелегальными какими-то путями. Они есть, их, значит, обещают вам, через них вам сделать быстро, даже гражданство могут наобещать. Но имейте в виду, это все незаконно. Если, не дай бог, через 5 лет всплывет, что вы таким образом через конкретного там какого-то помогатора, да, и чиновника получили таким образом ВНЖ или гражданство, его аннулируют. Вот в Парагвае такая история была, там куча народу лишились своего ВНЖ. В Кипре такая же история была, когда тоже куча людей лишились своих паспортов. Поэтому только законные методы обсуждаем. В Румынии тоже сейчас отмена идет паспортов. Да, вот.
Наш Евграф подсказывает, в Румынии тоже, микрофон забыла, да? В Румынии такая же история, там тоже отмена паспортов идет. Поэтому не занимайтесь нелегальщиной, пожалуйста, идите только легальным путем. У легальных путей тоже есть свои лазейки, но это все законно, понимаете? За это никто никого не посадит, ничего не отменит, не лишит и так далее. То есть действуйте по-умному. Последний вариант, который, на мой взгляд, на данный момент, о котором мы подробнее поговорим, и он самый такой интересный, самый легкий, самый дешевый. Не нужно заниматься нелегальной какой-то ерундой, выходить замуж, там, специально детей рожать. Есть такой вариант, это через рабочую визу. Значит, что вы делаете? Вы находите работодателя, который имеет право брать на работу иностранцев. Да? Тут есть свои такие там нюансы, там есть квоты у каждой компании, сколько она может иностранцев нанять. Значит, вы находите такую компанию, эта компания делает вам документы, как бы приглашение на работу, да, скажем так. Далее, с этими документами вы отправляетесь в консульство. Здесь тоже чуть-чуть остановлюсь в плане консульств. Сейчас пошла такая тенденция, такой тренд, скажем так, у консульств. Новый тренд – это разворачивать людей даже с такими вариантами. Многие консульства в СНГ особенно, они, скажем так, могут докопаться до вашего испанского. Если вы не владеете испанским совсем, если вы не можете на базовом уровне объясниться и понять, что от вас будет требовать, значит, консул, то вам могут сказать: ну, у тебя, конечно, все хорошо, документики в порядке, ты молодец, кажется, с полки огурец, вот это все, но ты не подходишь, потому что у тебя испанского нет. Так что как ты собираешься жить без испанского? Да? Вот такой прямой вопрос задают. Есть такой факт на данный момент. Поэтому, естественно, испанский нужно подучить, либо летите в Буэнос-Айрес. Вот. Аргентинское отделение на данный момент легче всего выдает визы, рабочие визы, и вы можете, ну, проще, да, там тоже никто не говорит по-русски там, или по-английски, наверное, не говорят, все-таки чуть-чуть, но я проходил собеседование полностью на испанском. Вот. Но вопросов задавали, честно, мало, вообще практически ничего не спросили, поэтому рекомендацион. Я понимаю, это крюк огромный, но это гарантия того, что вы получите визу. Вот. Что еще? Как мы все знаем, сейчас Turkish Airlines тоже всех разворачивают, поэтому и лететь тоже желательно через другую какую-нибудь латиноамериканскую страну. Это такие маленькие вам лайфхаки, да, потому что это все деньги, лишний раз где-то там застрять, что вас не пустят. Ну, зачем это все надо? Вот, что мы делаем дальше? Идем мы в, допустим, условно, как это было у меня, в консульство Буэнос-Айреса. Там вы платите $53 пошлины, по крайней мере так было, возможно, сейчас чуть-чуть подросло, но вроде как так и осталось. $53 пошлины платите, проходите небольшое собеседование, вас фотографируют и вклеивают вам визу в паспорт. Вот. Когда отправитесь в посольство, обязательно там оплата наличными, никаких карт там не принимают. И вы оплатить можете либо аргентинскими песо, либо долларами. Да? И вы должны иметь без размена. Вот, важный такой момент. Вы должны ровно вот эту сумму принести им отдать. Вот. Перед тем, как поедете, естественно, уточните, какая сумма пошлины. Для меня это было неожиданностью, слава богу, с собой $100 было, поэтому обошлось. После того, как вы получаете эту рабочую визу, вы прилетаете по этой рабочей визе, значит, в Мексику. Тут у вас на границе проблем не будет, так как у вас все документы на руках, у вас есть виза, вклеенная в паспорт. Ваша супруг или супруга тоже могут вместе с вами въехать, но будут въезжать они по туристической визе. Поэтому вам придется сделать букинг отеля, вам придется сделать обратный билет обязательно, потому что для супруги или супруга смена статуса будет внутри Мексики. Вот. Это такой редкий случай, где внутри Мексики можно поменять статус. Например, если вы приехали туристом в Мексику и решили здесь получить ВНЖ, да, по рабочей визе, вам все равно придется выехать куда-нибудь в Гватемалу, на Кубу, я не знаю, куда угодно. Вот. А здесь ваш супруг или супруга внутри Мексики идут, значит, после вас, как только вы карточку саму получите, идут тоже в миграционную службу и получают карточку. Так вот, вы въехали, обустроились, идете, записываетесь на визит в миграционную службу. Это может быть от 2 недель там, до 1,5 месяцев. У нас это было 28 дней, поэтому я говорю, что 2 месяца. То есть мы месяц ждали сита, это называется встреча, да, то есть назначенный прием.
В Буэнос-Айресе месяц на это ушло, и месяц ушел еще здесь. Даже не месяц, а 17 дней, если я не ошибаюсь. В общем, вы идете в миграционную службу, оплачиваете госпошлину. Это на данный момент в 2026 году это 11 тысяч песо на 1 год. Оплачиваете вы за себя, вам дают карточку резиденции, там будет разрешение она сразу с разрешением на работу идет, жить, все такое. Что касается супруга, через несколько дней после того, как вы уже получили, с вашей резиденции уже идет ваша супруга на основании того, что ее муж, или жена, у кого что, да, имеет резиденцию, получает супруг или супруга. И тоже платит 11 тысяч песо за 1 год. В чем плюс этой схемы? Понимаете, в отличие от многих других стран, здесь вот это вот приглашение от этой компании, оно вас не привязывает к этой компании. То есть вы получаете разрешение, получаете рабочую визу, въезжаете, получаете резиденцию, и вы не обязаны именно в этой компании работать. То есть если вдруг вы не сойдетесь взглядами с вашим работодателем, это не значит, что у вас все, ваша, как говорится, резиденция аннулирована. Нет, вы можете просто найти другого работодателя или зарегистрироваться как самозанятый через Ресико. Через Ресико большой плюс в том, что у вас меньше будет налогов, и также, скажем так, работодатели внутри Мексики, они предпочитают работать вот с такими самозанятыми, потому что им не придется за вас конские налоги платить, понимаете? То есть вы не будете, например, работать барменом, вы будете предоставлять услугу бармена ресторану. Вы не будете работать менеджером по продажам, вы будете предоставлять услугу поиска клиентов какому-то, не знаю, какой-то организации. Ну, вы поняли схему, да? То есть, если вас устраивает работодатель, он за вас платит налоги, и вы платите 30, там, в зависимости от дохода, 30%. Если вы идете как самозанятый, это аналог, да, самозанятого здесь, Ресико называется, то в этом случае вы платите от 1 до 2%, если ваш доход не превышает 3,5 миллиона песо в год. Хороший вариант, я уже об этом подробно рассказывал, более подробно. Ну вот, далее, что у вас следует далее? Первая ваша резиденция у вас на 1 год. То есть вы спокойно можете здесь несколько месяцев поискать работу, зарегистрировать Ресико, начать получать. Главное, декларируйте, пожалуйста, свои доходы. Потому что на основании этого вы будете продлевать, что вот вы работаете, вот у вас есть деятельность, вы платите налоги. Как говорится, миграционная служба, пожалуйста, оставляйте меня дальше. Вот. Через год вы приходите и продлеваете вашу резиденцию еще, сразу просите на 3 года. Да, чтобы, во-первых, чтобы не ходить туда-сюда, во-вторых, чтобы дешевле было, там скидки идут, знаете, все же как маркетинг современный, там скидки идут. То есть если вы на 1 год берете, это 16 тысяч, а если на 3 года, то это 21 тысяча. После этого, после того, как вы получили на 3 года вашу резиденцию, продлили ее, это все еще считается временная резиденция. Вот. Почему на 3 года? Потому что после 4 лет нахождения по временной резиденции вы получите пожизненную, постоянную резиденцию, ну или ПМЖ. То есть это у вас будет карточка ПМЖ, и она у вас навсегда. То есть там нет никаких сроков, вы 1 раз заплатите, и на этом все. Карточка ПМЖ – это все, вы практически гражданин, опять же, за исключением голосования. Вот. Ну а после еще года, то есть вы 4 года по временной прожили, год прожили с постоянной резиденцией, через 5 лет вы гордо идете подаваться на гражданство. Вот. О гражданстве, я думаю, надо, наверное, отдельно поговорить, что это и зачем оно. Что у нас, значит, с резидентством? Самый на данный момент простой вариант – это через работу. Ну, или если вы богаты, то там, сами понимаете. Ну, если вы богаты, у вас вообще нет, наверное, проблем. И видео это вам нужно постольку-поскольку. Важные уточнения. Смотрите, если у вас виза по финансовой состоятельности или по инвестициям, то вы не можете здесь работать. То есть, если вы захотите, получите это резидентство и захотите работать, вам нужно будет все равно идти и менять его на рабочую. То есть, доплачивать 4,5 тысячи песо за разрешение на работу. Так что учтите, что не все резидентство дает возможность. Но есть и плюс. Достаточно много компаний, которые готовы платить вам наличными. Налоги обязательно не забывайте платить. Если заработали, заплатите налоги. Наличными вы заработали, не наличными. Это проблемы вот тех, кто вам эти деньги отдает. Ваша проблема, если вы получили деньги,
поделитесь. 1-2%, ну, господи, не жадничайте, да. Блогеры, там всякие блиновские, не дадут соврать, что бывает, когда не платишь, когда не делишься. Поэтому платите налоги, не бегайте от них, это очень чревато, заплатите потом очень дорого. Не нарушайте закон обязательно, это важная штука для того, чтобы здесь оставаться, для того, чтобы продлевать свой ВНЖ, получать гражданство. Ну и вообще не нарушайте закон. Что за вообще за разговор? Не нарушайте, мол, пока. Никогда не нарушайте. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Я на все отвечаю, стараюсь быстренько ответить. Ну и пишите свои идеи для видео, чего бы хотели бы увидеть, услышать. Обязательно снимем, покажем, расскажем. Всего доброго. Увидимся на новом месте.